Да, с вами волшебница Ксюша, и мы отправляемся в удивительный мир творчества. Первым делом необходимо наколдовать вот такую основу, которая является базовым элементом мрамора, задающим общей композиции тон и глубину. Для ее создания буду использовать обычную вододисперсионную краску в 3 цветах. Черный и белый у меня уже есть, осталось сделать только бежевый. Добавляю коричневый колер и охру. Затем хорошенько все перемешиваю. Вам не обязательно применять именно эти оттенки для создания основы. Выбирайте те цвета, которые подходят больше вашему интерьеру. Хорошо перемешала колорант и переливаю немного краски каждого цвета в ванночку. В центр наливаю белый, а по краям бежевый и черный. Набираю на кисть немного краски разных цветов. Вот таким образом. Теперь сразу этими 3 цветами окрашиваю поверхность. Делаю продольные движения, особо сильно на кисть я не нажимаю. Заполнила небольшой участок и создаю мелкую волнистость вот таким образом. Заполняем всю поверхность постепенно, никуда не торопимся. Если где-то нам не нравится участок, то можно добавить свежий слой краски. Наношу следующий участок в стык с предыдущим и дрожащей рукой создаю узор. Я использую кисть шириной 10 см, вы можете взять и побольше. Также в работе можно применять кисти разной ширины, так узор будет более разнообразным. Делая темные линии, мы создаем общее направление рисунка. Это хорошо видно по центральной части. Чтобы общая композиция смотрелась интереснее, мы ее разбавляем участками с более мягким рисунком. Делается это вот таким образом. Проводим прямую линию, достаточно жирным слоем, и потом на ней формируем узор. Только мы не делаем прямое направление, а слегка его закругляем. Можно делать небольшой нахлест на предыдущий участок. Стараемся вести кисть по кругу, без отрыва, чтобы волнистость не прерывалась. И не боимся проводить кисть по узору повторно. Так градиент становится более мягким и смотрится лучше. Главное здесь всегда держать на кисти достаточное количество краски. Растянули ее толстеньким слоем и формируем рисунок. С помощью кисти очень легко контролировать нанесение краски. Мы можем затемнять либо осветлять необходимые участки, так как мы знаем, с какой стороны кисти какой цвет расположен. Например, нам необходимо продлить вот эту полосу. Ставим кисть той стороной, где у нас находится черная краска, и протягиваем линию. Разворачиваем кисть и двигаемся в обратную сторону. Таким образом, черный цвет остается в середине, а края получаются светлыми. Остается только растушевать линии, чтобы они смотрелись мягче. Со светлыми линиями работаем точно так же. Растянули краску и создаем волнистый градиент. Стараемся не оставлять четких границ между заполняемыми участками. Сглаживаем их вот таким образом. Набираю еще краски и создаем переход со стены на стену. Закончили с нанесением основы и оставляем краску до полного высыхания в течение 3 часов. Краска полностью высохла, и мы можем переходить к самому интересному. Будем делать на поверхности прожилки и трещинки, как у настоящего мрамора. Для этого нам потребуется сделать специальный состав. Он у нас будет в 2 цветах. Белый у меня уже сделан, и он имеет вот такую консистенцию. В качестве колера я использовала пасту из белой гелевой ручки. Второй вариант у меня будет черный. Сейчас покажу рецепт моего секретного состава, в который входят капли для носа. Первым делом переливаю в емкость 15 мл клея ПВА. Добавляю в него 15 мл средства для мытья посуды и чуть-чуть воды. На общий объем потребуется примерно 50 мл воды, но сразу я ее всю не заливаю, чтобы можно было легче контролировать вязкость смеси. Перемешала и добавляю самый интересный ингредиент – капли для носа. На этот объем потребуется 12 капель. Добавляем и перемешиваем. Смесь сразу меняет консистенцию и начинает тянуться.
Теперь нашей волшебной тянучке можно придать черный цвет. Для этого добавляю туда тушь черного цвета. Перемешали колер и добавляем 5 мл акрилового лака. Лак заливаем постепенно, маленькими порциями и продолжаем мешать. Состав сразу становится более густым и превращается вот в такую субстанцию. Теперь понемногу добавляем воду и доводим смесь до нужной консистенции. Наша смесь готова. Наносить я ее буду при помощи обычной губки. Набираю на губку материал вот таким образом и приступаю к нанесению. Делаю широкую витиеватую линию, вращая губкой в разные стороны. Материал должен ложиться неравномерно. Первые линии повторяют направление полос, которые сделаны краской, и ложатся на светлые участки, чтобы снизить контраст общей композиции. Сделала несколько широких полос, теперь разворачиваю губку сухой стороной и начинаю формировать прожилки. Здесь материал уже немного подсох и частично прилип к поверхности. Под воздействием губки те части, которые еще сырые, начинают скатываться и создавать тонкие витиеватые линии. Эти рваные серые линии получаются темными с плавным переходом в светло-серый цвет. Растушевала и заполняю следующий участок. Делаю движение четко по рисунку. Перед тем, как начать декорировать стены таким образом, обязательно потренируйтесь на образце. Можно экспериментировать, пока не найдете нужный вариант. Перевернула губку и сухой стороной сгоняем материал в небольшие островки и линии. Закончили с черным цветом и переходим к белому. Наносить я его буду при помощи губки и маленькой кисточки. Материал хорошо тянется, и им очень удобно создавать тоненькие прожилки. Можно делать их потолще, а можно совсем как паутинка. Линия получается извилистая и неровная, а это нам как раз и нужно. Во время нанесения нужно слегка вращать кисточку. Так материал ложится более хаотично, и белые прожилки получаются натуральней. Меняю кисточку на губку и начинаю приглаживать белые прожилки. Очень легкими движениями, сильно на губку не нажимаю. У нас получаются тоненькие витиеватые линии с мягким ореолом. Смотрится отлично. Теперь покажу, как губкой сделать интересные светлые детали вот на таких темных участках. Набираю материал на губку и тонким равномерным слоем полностью перекрываю темную полосу. Затем разворачиваю губку сухой стороной и немного смещаю материал в сторону. Теперь пальцем проводим вдоль линии. Получаем интересный элемент. На темном основании смотрится просто отлично. И переходим на кисточку. Материал очень хорошо тянется, и им удобно прорисовывать мелкие прожилки. Плюс они получаются полупрозрачными и не слишком яркими. Сделать такие при помощи краски очень сложно, потому что она наносится равномерным слоем и не тянется. Этот способ гораздо проще. Белых прожилок достаточно, оставляем поверхность до полного высыхания в течение суток. За это время материал хорошо растянется и станет более гладким. Поверхность полностью высохла, теперь ее нужно защитить слоем лака. Для сухих помещений подойдет простой акриловый лак, а для влажных двухкомпонентный либо оптически прозрачная эпоксидка. Я буду использовать глянцевый акриловый лак. Лак наносим аккуратно и долго на одном участке не задерживаемся. Для нанесения используйте валик с коротким либо средним ворсом. И не применяйте поролоновый, так как он неравномерно наносит лак и создает пузыри, которые могут после высыхания лака остаться на поверхности и испортить внешний вид декора. Таким образом наносим 2-3 слоя лака, и после его полного высыхания можем полюбоваться получившимся результатом.
Декор вышел необычным и смотрится очень интересно. Эту технику нанесения я показываю впервые и уверена, что многие захотят повторить ее в работе. Тем более, все применяемые материалы доступны по цене и продаются в ближайших магазинах. Такой вариант отлично подойдет для бюджетного ремонта и позволит создать действительно неповторимый декор стен. А в завершении видео я хочу вас поблагодарить за то, что вы весь этот год поддерживали мое творчество и дарили мне приятные эмоции. За этот год канал значительно вырос, и это все благодаря вам. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю счастья, удачи и творческих успехов. Увидимся на канале Креативный слой в следующем году. Всем пока!